18 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика». Меня зовут Нинор Себашвили. И это программа «Честное слово», программа, куда мы приглашаем самых интересных спикеров и обсуждаем с ними последние новости. Прежде чем мы перейдем к разговору с Сергеем Пархоменко, я обращу ваше внимание на огромное количество разных полезных ссылок, которые есть в описании к этому видео. Поэтому пока мы с Сергеем Борисовичем будем разговаривать, пожалуйста, заглядывайте в описание тоже и пользуйтесь, соответственно, этими ссылками. К нам присоединяется Сергей Пархоменко, журналист, автор YouTube-канала Сергея Пархоменко и с недавних пор иноагент. Я понимаю, что, может быть, по важности это не самая такая важная новость, но зачем мы будем делать вид, что этого не существует? Тем более Сергей Борисович в день объявления сказал следующее, что российское государство таким образом проводит регистрацию своих врагов, и вы использовали слово «враг». Вам не страшно от этого, Сергей Борисович? Да нет, ну что значит страшно? Это подходящее в данном случае слово. Действительно, это так ровно и выглядит. Российское государство собирает коллекцию своих врагов, и коллекция эта становится все шире и шире. И мы можем проследить историю всей вот этой иноагентской индустрии, я бы сказал, которая началась еще зимой 2012 года, и с тех пор постепенно это законодательство расширялось, становилось все более универсальным, захватывало все больше и больше разных сфер общественной деятельности, там, гражданской активности и всякого такого. Начиналось все с НКО, потом туда постепенно подключились и медиа, потом там появились и физические лица, и начиналось все с того, что было сказано: нет, что вы, это сугубая информация, нам просто надо знать, просто вы должны честно сказать, кто вас там финансирует. И это совершенно ничего не означает, это ничему не помешает, это никаким образом не является никаким ограничением ни к чему и не является основанием ни для каких преследований и репрессий. И вообще тут совершенно нечего опасаться. Это сугубо информационный, так сказать, инструмент. А дальше это постепенно превращалось все больше и больше в инструмент репрессий, в инструмент изъятия гражданских прав, в инструмент разрушения право на неприкосновенность частной жизни. Там появлялось все больше и больше абсурдного. И вот, собственно, венец творения – это то, что мы видим на этих днях, когда появился законопроект, вы, может быть, слышали, внесенный в Думу буквально пару дней тому назад, о том, что, ну, собственно, теперь для того, чтобы сделаться иностранным агентом, вообще ничего не нужно. Не нужно Знаете, никаких... я в этом законе обратила внимание на то, что теперь и родственники могут быть признаны иноагентами. Да-да, а также не только родственники, аффилированные с ними лица. Вот, например, мы с вами сидим сейчас в одном эфире. Слева вы, справа я, в двух окошечках. Вы аффилированное со мной лицо. И всякий человек, который сможет, я не знаю, нотариально заверить скриншот с нашего экрана, скажет: Нинор Себашвили аффилирована с Сергеем Пархоменко, была ведущей одного из его эфиров. Так что этот круг можно расширять как угодно широко. Вот, там, я не знаю, для целей там, всяких нотариальных действий или там каких-то имущественных проблем и прочего, российское государство вообще довольно жестко и тщательно и аккуратно определяет, а кто родственник, кто не родственник, кто ближний родственник, кто дальний, кто в первой очереди наследник, кто второй и так далее. Здесь ничем этим законодатель не утруждается. Здесь законодатель как бы спокойно говорит: аффилированные с ними лица. Все, кто знаком с ним через 4 рукопожатия. Можно это и так интерпретировать. И главное, что не требуется больше никаких вообще, совсем никаких доказательств, ничего. Не требуется никаких формальных критериев, чего бы то ни было. Причем как в одну, так и в другую сторону. Например, там есть элемент этого законопроекта, который гласит, что не имеющие отношения, ну, точнее так, там как-то, что имеющие отношение к частной жизни, там сообщения, посты и прочее, они не должны иметь этой самой иноагентской маркировки. Ну, как определить пост, который имеет отношение к частной жизни, и как отделить его от другого, который имеет отношение к основной профессиональной деятельности этого субъекта, сие остается нерассказанным. И это один из тех законов, который дает полную свободу, предоставляет абсолютно безграничное поле для интерпретаций, фантазий и злоупотреблений, в том числе коррупционных злоупотреблений. Потому что любой закон, который вот таким образом оставляет за применителем этого закона свободу применять его так или сяк, по максимуму или по минимуму, обращать ли внимание на то и на это, интерпретировать
одно так, а другое сяк, этот закон вообще-то во всем мире считается бракованным и представляет собой доказательство непрофессионализма, дисквалификации законодателя. В России это проходит на ура, и я нисколько не сомневаюсь, что этот закон будет принят, и принят в таком виде, а может быть даже в еще более каком-то ужесточенном, и мы с вами увидим закон о том, что любого человека можно объявить врагом по желанию, без суда. Опять-таки, никакой судебной процедуры там нет. Там чиновник решает. Такой чиновник, сякой, прокурор, Минюст, Роскомнадзор, администрация президента, в общем, всякие важные должностные лица. Простите, но если бы за этим статусом не скрывалось никакой опасности и угрозы, мы бы не обращали на это внимание. И, собственно, наверное, вы и слово «враг» не просто... А это можно достраивать потом. Понимаете, в чем дело? Мы уже убедились в том, что такого рода законы представляют собой платформу. Вот вы идете сначала в магазин, раньше это было, когда Лего еще было в России. Как я понимаю, больше Лего в России нет, но раньше можно было прийти в магазин детских игрушек и купить набор Лего, какой-нибудь там дом, я не знаю, с какой-нибудь еще техникой, машинками, человечками и всяким прочим. А потом пойти и докупить еще. И на этой же платформе построить еще вторую башенку. Потом пойти еще добавить туда машинок, а потом еще поставить там экскаватор и подъемный кран. Докупая и докупая. Вот законы, которые нам пишут в последнее время, нам, гражданам России, обладателям российских паспортов, это вот такое Лего. Его можно докупать и достраивать. И они с удовольствием докупают и достраивают. Так, собственно, это и было. Вы помните закон Димы Яковлева, например? Конечно. Ужасный закон Димы Яковлева, по которому тогда это был самый страшный его момент, когда по этому закону запрещено было усыновление иностранными гражданами российских сирот, в том числе детей тяжело больных, безнадежно больных, для которых это был, собственно, единственный шанс выжить. Вот тогда все ужаснулись этому закону. Прошло некоторое время, его достроили. Именно в него, именно в этот закон напихивали потом разнообразные нормы, связанные с преследованиями журналистов, связанные с иностранными агентствами, связанные с иностранным агентом, физическим лицом и так далее. Именно вот на эту платформу они это как-то надевали, надстраивали. Вот так же ровно будет и здесь. Пока в том законе, который нам предлагают, имеются ограничения, на самом деле громадные, людям, которые под этот закон абсолютно произвольно попадают и оказываются иностранными агентами, например, запрещена любая преподавательская деятельность. В школе, в университете, в детском саду, на курсах кройки и шитья, как угодно. А ведь мы с вами понимаем, что преподавательская и просветительская тоже может интерпретироваться широко. А был же как раз вот этот тот самый просветительский закон, который силами Екатерины Шульман был немножечко в зачаточном состоянии заморожен, во всяком случае. Да, какой-то очень вместительный закон Он не был особенно заморожен. На самом деле, все, что законодатель хотел нам навязать, и все, в чем он хотел нас ограничить, он нас ограничил в международных контактах, в частности. По существу были разрушены всякие обменные программы университетские, совместные научные исследования и так далее этим законом. Но вот теперь тоже, что является просветительской деятельностью, педагогической деятельностью, воспитательной деятельностью, которая запрещена по этому закону иноагенту. Каково иноагент? Любое лицо, которого захотелось назначить таковым. Для этого не нужно ничего, ни банковского счета, на котором есть подозрительные проводки, ни свидетельств о том, что этот человек выполняет какую-то работу по чьему-то заказу, ни свидетельств того, что кто-то этому человеку дает какое-то задание. Там вообще написано, что это человек, который находится под влиянием. Ну вот я, например, нахожусь под влиянием там, я не знаю, Жоржа Брассанса, например, и других замечательных представителей французской эстрады 60-х, 70-х годов. Я под очень серьезным их влиянием. Они очень повлияли на мою жизнь. Есть многие иностранные книги, которые тоже сыграли в моей жизни большую роль, и я точно нахожусь под их влиянием. Вот был такой Габриэль Гарсия Маркес, например, иностранный гражданин. Я нахожусь под его влиянием, да. И нисколько не стесняюсь этого. Так вот, находиться под влиянием теперь, это значит быть врагом России. И, соответственно, не иметь возможности вести никакую педагогическую или воспитательную деятельность, где бы то ни было. А дальше, может быть, захочется что-нибудь еще. Нельзя, уже мы сегодня знаем, что это поражение в избирательных правах.
Мы знаем, что это поражение в экономической деятельности. Нельзя быть инвестором в определенных случаях, нельзя быть акционером, нельзя быть учредителем разного рода компаний и так далее. Это, несомненно, поражение в имущественных правах, которые нас ожидают. Уже сегодня мы знаем, что уже эти законы вступили в силу, что граждане иностранных государств или люди, там, каким-то образом связанные с иностранными недружественными государствами, не вполне владеют своей собственной собственностью, своей недвижимостью, например, и не могут продавать ее, я не знаю, завещать ее, дарить ее, делать с ней абсолютно все, что угодно. Это и есть разрушение, демонтаж системы гражданских прав. Это и есть демонтаж конституционного строя, который происходит по нуждам войны, несомненно, под предлогом войны. И в значительной мере, конечно, война в том числе и для этого понадобилась. Вот что важно понимать. Простите, но вы так спокойно об этом говорите, препарируете, раскладываете по полочкам. Я совершенно согласна с вами в каждом из приведенных пунктов. А какой вывод? Вот мы сейчас где с вами оказались? Ну, как граждане Российской Федерации. Мы находимся с вами на этапе разрушения страны. Потому что, несомненно, вместе с системой прав человека, вместе с системой конституционного строя, вместе с основами российского законодательства разрушается страна. Она разрушается вся целиком. Придется делать новую. Россию невозможно. С нуля? Ну, в значительной мере с нуля, конечно. В значительной мере с нуля, потому что предстоит демонтировать, отмотать назад, откатить назад огромное количество законодательных актов. Предстоит удалить из системы российского законодательства и производства законов, и надзора за законами, и исполнения законов, и судебной системы, удалить оттуда громадное количество людей, которые, собственно, всю эту работу проделывали на протяжении последних лет. Этих людей очень много. И, знаете, ну, самая яркая история – это история про выборы. Не Путин подделывает выборы, не Путин их фальсифицирует, не Путин обсчитывает на выборах, не Путин вбрасывает, не Путин устраивает карусели, не Путин фальсифицирует протоколы, а другие живые люди. В случае с выборами сотни тысяч людей Одессу кто устраивает? В смысле? Вот то, что произошло вчера. В обстрелы, ракеты, которые попали в жилые дома. Да, это тоже не Путин? Да. Я понимаю, что вы имеете в виду. Послушайте, ну да, тут тоже надо протягивать эту цепочку довольно длинную. Вот так, как мы это видели, скажем, с Малазийским боем. Кто сбил Малазийский бой? Человек, который нажал на кнопку? Или человек, который сидел за рычагами этого тягача, который вез эту ракету на стартовую позицию? Или тот, который провожал ее по территории Украины, или тот, кто отдал распоряжение о том, чтобы эта ракета тронулась из своего там парка военной техники на территории военной части, или тот, кто отдал распоряжение этой военной части, или тот, кто выбрал эту военную часть в этом конкретном военном округе, и так далее, и так далее, и так далее. Мы залезаем все выше, все выше, все выше. Это такой дом, который построил Джек, как-то, который вот мы можем накручивать и накручивать и накручивать эти обороты и подниматься все выше и выше. Так же ровно с этой ракетой. Кто разбомбил этот дом? Кто убил эту девочку трехлеточную? Тот, кто нажал на кнопку? Ну вот разного рода пропагандисты, лживые, подлые, с которыми мы как-то вынуждены иметь дело на протяжении этой войны, да, собственно, и многие годы до этой войны, они нам объясняют, что эту девочку убили украинские служащие ПВО, которые сбили эту ракету. Вот ровно один из этих пропагандистов, не буду называть его именем, но я вчера своими глазами увидел такой текст, что вот криворукие, как он пишет, украинские ПВОшники эту ракету уронили не туда. Она летела, конечно, на военный аэродром. Она куда надо летела. Они вот ее уронили на жилой дом и убили девочку. А также ее маму и ее бабушку. И еще 5 человек. Там 8 человек погибло в этом доме, если я правильно понимаю. Ну вот они считают так. Другие скажут, что нет, украинское ПВО тут все-таки ни при чем. Ну как-то невозможно обвинить украинское ПВО в том, что оно защищало
свою страну от обстрела, избивала крылатые ракеты, запущенные противником. Ну, все-таки для этого и существует ПВО. А вот те, кто запустили эти крылатые ракеты, ну и вот давайте поехали с этого места. Поехали с этого места. С тех, кто запустил, с тех, кто привез, с тех, кто снарядил, с тех, кто отдал приказ, с тех, кто разработал операцию, с тех, кто наметил цели, с тех, кто решил, что теперь пора по Одессе. Это политическое решение. Как-то прицеливание ракеты, вот настройка ее так, чтобы она летела вот ровно в это место и попадала вот в этот квадрат и уничтожала вот эту цель, это задача военная. А решение выстрелить по Одессе – это задача политическая. И решение политическое. И принимают его не военные, а политики. А Российская Федерация и российская политическая система устроена таким образом, что все эти политики сходятся в конечном итоге наверху к одному конкретному человеку. Это он убил девочку. Путин Владимир Владимирович. Лично он убил и поехал на пасхальную службу. Отмаливать. Вы думаете, он переживает? В целом, ну что значит переживает? Он не переживает, он договаривается. Немножко другая история. Он перетирает. Он приезжает, для него это, знаете, как-то, как это называется, бизнес-пространство, бизнес-центр, знаете, как в любом отеле есть. В нашем бизнес-центре вы можете получить переговорные комнаты, как-то уединиться там и проводить переговоры. Вот он там проводит переговоры. Он приезжает на Афон в Грецию, когда-то, конечно, в последнее время не приезжает. Или приезжает в какие-то монастыри. Или приезжает на Алтай, куда его привозил раньше Шойгу, для того, чтобы общаться там с какими-то другими партнерами, которые у него были немножко на другом языке и по другим, так сказать, правилам этих переговоров. И там то есть там своя большая двадцатка набирается. Конечно, и там он договаривается. Люди, относящиеся к вере варварски, вот так, как он это делает, люди, являющиеся по существу язычниками, по существу полные страшных суеверий и каких-то выстраивающие свою жизнь вокруг чудовищных обрядов, как это делает Путин, они не верят, они не раскаиваются, они договариваются, они покупают себе прощение. И мы знаем в истории Путина несколько случаев, когда он вот таким образом договаривался и покупал себе, как ему казалось, прощение за какие-то важные грехи. Я думаю, что кое-что из того, что он сделал, это была покупка прощения за взрывы домов 99-го года, которые висят, несомненно, на нем. Сегодня мы много чего можем обнаружить в его прошлом, о чем он пытался с Богом договориться. Ну вот про эту девочку тоже будет договариваться. Может быть, еще не начал, может быть, ему еще пока про нее не сообщили, но когда-нибудь сообщат, будет договариваться. Подождите, я не понимаю. Точнее так, я понимаю, конечно, что такую дискуссию невозможно вести аргументированно. Но 20 лет, неужели он так здорово договаривается? Ну, ему много кто помогает. Целая страна людей, которая терпела его, как-то пользовалась тем, что он ей в обмен выдавал. Ну, давайте все-таки отдадим себе отчет, что он, конечно, создал, Путин, эту систему, но система состоит не из него одного, несомненно. В ней есть много промежуточных звеньев и большое количество людей, которые вложили в это свои силы и получили за это свою плату. Вот так это и происходило. Да, давайте мы как раз к этим людям перейдем. Я не буду вас спрашивать про смерть российской журналистики, но давайте про российскую пропаганду поговорим. Тем более сегодня как раз как будто бы под наш с вами эфир пришла новость о якобы каких-то злобных неонацистах, которых задержали, которые приехали с поддельными украинскими паспортами расправляться с Владимиром Соловьевым, Маргаритой Симонян и другими их коллегами. Честно говоря, судя по набору, который обнаружили у этих неонацистов, приехал лично Зеленский решать вопрос, потому что там и наркотики, и какие-то там тысячи, миллионы патронов. Вот про пропаганду при режиме, при Владимире Путине. Какой у нее остался ресурс? Нельзя же вечно обманывать 147 миллионов человек.
Ну, знаете, это два разных вопроса, даже несколько разных вопросов. Давайте. И первый, если отталкиваться от сегодняшней новости, вот от этих людей, которых там, вот, значит, поймали, обвинили, ну, разумеется, мы с вами совершенно не знаем, кого они поймали, и что там в действительности было, и было ли там в действительности что-нибудь. Мы прекрасно знаем эту методу российских спецслужб, которые в какой-то момент вдруг объявляют, что вы знаете, а мы тут предотвратили 4711 взрывов в метро. И иди докажи, были эти взрывы, не были, собирался, не собирался, кто эти люди, почему именно эти, с чего вдруг они взяли, что... Ну, вот надо предлагается поверить на слово. Значит, нам теперь предлагается поверить на слово, что есть какие-то люди, которые, значит, вот приехали расправляться с самыми страшными, самыми подлыми, самыми лживыми и самыми отвратительными российскими пропагандистами. Что мы можем точно извлечь из этой новости? То, что люди, которые сочиняют эту пропаганду, они знают, кто самый страшный, кто самый лживый, кто самый подлый и самый отвратительный. Они же не случайно как-то выбрали именно этих. Они же прекрасно понимают, что если как-то выбирать самое чудовищное, что есть в российской пропаганде, то будет Соловьев, Симоньян, и там, ну, через некоторое время, я думаю, они еще добавят некоторое количество туда людей, но эти двое, несомненно, в первых рядах. Они это сами знают. Они отлично в курсе, кого они создали, кого они, так сказать, воспитали в коллективе. Вот. И это ложный факт. Вот это опровергнуть невозможно. Это они нам сказали. Это не мы им. Это они нам перечислили эти имена. То самое чудовище в этом. Все остальное, ну, абсолютно ничем не подкреплено, ничего в этой ситуации чем не доказано. Это совершеннейшие голословные выдумки, в которые предлагается поверить. Раньше предлагалось поверить в то, что злые исламисты собираются взрывать бомбы в общественных местах, что вот собираются устраивать какие-то теракты на национальной почве, на почве национальной ненависти, религиозной вражды и всякого прочего. Теперь вот, значит, на почве ненависти к пропаганде. Это теперь мотив. И тут тоже, кстати, интересная вещь. Вот эти воображаемые террористы, которые должны были взрывать в метро что-нибудь, они на что хотели покуситься с точки зрения тех, кто рассказывали нам эти истории? Опять, давайте вот просто разберем их логику. Они, собственно, как-то что защищали в тот момент, когда разоблачали этих ужасных террористов, которые собираются что-то взрывать в метро? Они защищали, свободу совести, например. Люди должны иметь право в России верить в любого бога, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. А вот, значит, приезжают теперь религиозные экстремисты и собираются из-за этого бомбу взрывать, потому что они думают не так. А также они защищали национальное равенство и, там, скажем, отсутствие ненависти по национальному признаку. Люди бывают разные, они бывают разных национальностей, а тут вот приезжают какие-то злые националисты и собираются на национальной почве что-нибудь взорвать. А сейчас что защищают? Что защищают в лице Симоньян и Соловьева? Пропаганду. Ну, это мы с вами так думаем, Сергей Борисович, это мы с вами так понимаем. Они это заявляют. Они говорят, у нас есть видные отечественные пропагандисты. Как-то, а вот есть злые какие-то террористы, которые собираются нас их лишить. Нас лишить чего? Нас лишить того, что вот они, эти прекрасные люди, для нас делают. Того важного, что они нам дарят. А что они нам дарят? Давайте изучим. Собственно, что является ценностью в этой ситуации, которую защищает российское государство. В трактовке Путина это был террор, подготовка убийств российских журналистов. Понимаете? Ни слова про пропаганду, ни слова про пользу, которую они приносят. Не-не-не, мы все хорошо понимаем, что никаких журналистов в этом списке нет. В этом списке из 2 человек нет ни одного журналиста. Это совершенно очевидно. Это люди совершенно другой профессии. Их задачи абсолютно другие. Они много раз про это сами говорили. Они говорили, чему они служат. Они говорили, зачем они стараются. Они говорили, кто их, собственно, вдохновил на это, на все. Нет, давайте тогда очень, очень просто попробуем понять. Вот они что?
Да, Они да. что, просто пытаются вот эти миллионы человек, которые ежедневно смотрят условного Соловьева, как-то еще больше сплотить вокруг вот этого источника правды, Ну, и послушай, вокруг этого окна? прежде всего они хотят заместить ложную информацию и правдивую информацию. Это важная очень вещь. И это общий подход к огромному количеству важных вещей, которые делало российское государство на протяжении последних 20 лет. Вот, например, то же самое со всякими гражданскими, скажем, проектами, со всякими НКО и так далее. Давайте мы создадим наш и заменим им настоящий. Давайте мы возьмем музей в Катыни и в нем построим музей злодеяний польской военщины. Как бы музей будет стоять, но внутри этот музей будет представлять себе нечто совсем другое. А потом возьмем другой музей Пермь-36, знаменитой политической колонии еще советских времен, политического лагеря, где сидели политические заключенные советской эпохи, и превратим его в музей-тюремчик, музей славы Топтунов и Вертухай. Прямо там внутри. Заменим. А также возьмем вот молодежное движение и вместо него построим свое. А также возьмем какое-нибудь национально-освободительное движение на какой-нибудь окраине и построим на этом месте свое. И это бесконечная череда таких ситуаций, когда российское государство пыталось забить пространство ватой в надежде, что ничего живое там не родится. Мы там внутри создадим свое. Вот то же самое происходит с информацией. Задача заключается не в том, чтобы все молчали и ничего было неизвестно. Вот объявляется полная тишина, мораторий на какую-либо информацию и отсутствие каких-либо сведений о чем бы то ни было. Тьма. Все сидят, тьма и мертвая тишина. Все сидят, никто ничего не слышит и не видит. Нет, это так не работает. Мы наполним это пространство нашей информацией, правильной, нашими сведениями. Мы забьем эти информационные каналы тем, что мы считаем правильным, и не впустим туда ничего постороннего. Мы не позволим существовать никакой конкуренции, мы заполним это целиком, от края и до края. Вот как только было закрыто радио «Эхо Москвы», на этой волне на следующее утро заработало другое радио. Не должно быть на этой волне тишины, не должно быть, чтобы человек включил частоту, наименование которой ему известно на протяжении многих десятилетий, а там ничего, шуршание. Это неправильно. Нет, на этом месте должен быть чей-то голос, который будет говорить правильную вещь вместо неправильной, нашу вместо вашей. Так и тут. И, собственно, вся пропаганда, она зиждется на этом принципе, что мы заполним это пространство, мы забьем этот канал. Вот последний, собственно, сегодняшний эпизод, он произвел на меня как вполне сильное впечатление благодаря своей чистоте. Называется «Жертва пешки». Я даже написал про это. Дело в том, что я много лет имею отношение к такой замечательной гражданской инициативе под названием «Диссернет», которая изучает всякие злоупотребления в научной области. И люди, которые этим занимаются, они сами ученые, они к этому подходят серьезно. Они научным образом это все классифицируют, анализируют, разбирают на какие-то типовые случаи и так далее. Как устроено? Не просто вот там врут в научной области, списывают диссертации или там воруют чужие статьи. Нет. Как воруют? Как списывают? Как это делается? Что, собственно, происходит? Что для этого надо? Какими инструментами они пользуются? В каком порядке? Как они связаны между собой? Что от чего произошло и так далее? Ученые же, с ними не пошутишь. Ну вот они, в частности, довольно давно обнаружили такой прием под названием «жертва пешки». Это когда берется что-нибудь настоящее, что-нибудь правдивое, а потом туда, как в мешок, напихивается много-много гнилого. Ну, например, можно взять и там процитировать какую-нибудь научную работу, корректно процитировать, с именем, с названием, сказать, вот такой-то и такой-то сказал то-то, 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 то-то и то-то. Все нормально, цитата есть, кавычки стоят, все хорошо. А потом 8 страниц текста оттуда же, уже без кавычек, без цитаты и без объяснения, кто это сказал. И как-то и это уже вроде мое. Я вроде там вначале сослался, ну и хватит. А дальше так и тут. Значит, газета «Гардиан», очень уважаемая, очень дотошная, очень высококлассное, высокоэффективное журналистское предприятие,
опубликовала текст о том, что, как работают патологоанатомы и коронеры. Где там ударение? Ударение. Коронеры, коронеры, ну, в общем, вот что-то вот это. Вот есть такая специальная должность в Великобритании, это, собственно, эксперты по смерти. Это люди, которые проблемы, задача которых определять причины смерти, изучать тела и так далее. Простите, Сергей Борисович, давайте мы контекст немного для наших зрителей определим. Речь о том, что в некоторых телах, которые были эксгумированы в Буче, нашли флешеты, это такие маленькие дротики. Скажу. Вот, значит, патологоанатомы, вот эти самые коронеры, изучают тела, извлекаемые из братских могил в Буче и в Ирпене, и исследуют их, и обнаруживают, от чего, собственно, люди погибли. Те, которые там, вот в этих братских могилах, были закопаны до того, как российская армия вышла из этой местности. Они уже были там внутри, уже были похоронены. Не те, которые лежали на улице. Не те, вот, которых мы все видели, которые там кто на велосипеде, а кто с каким-то батоном хлеба под мышкой на улице или в машине. Не эти, а те, которые в братских могилах. И вот в их телах были найдены довольно своеобразные поражающие элементы, которые, в общем, позволяют определить, из какого это снаряда. Снаряд этот используется, в частности, при танковой стрельбе. Кроме того, известно, что были обстрелы с российской стороны, потому что, ну, эта война ведется таким образом, что когда российская армия как бы входит на какую-то территорию, она не занимает эту территорию сплошным ковром. Она концентрируется в каких-то местах, главным образом вдоль дорог. И достаточно часто бывает, что вот, скажем, в каком-то городе, там, скажем, центр занят, в центре стоят российские части, а окраины нет. И они обстреливают из центра окраины. Или наоборот, с окраины обстреливают центр, потому что на окраине они есть, а в центре их нет. Таким образом, присутствие в этом населенном пункте российских войск совершенно не означает, что в этом населенном пункте не происходит обстрел. Артиллерийских обстрелов, танковых обстрелов. Танки продолжают ездить по улицам, стрелять и так далее. Вот. Вот это то, что написала Guardian. Значит, дальше российские пропагандисты взяли первый элемент, который заключается в том, что в Ирпене и в Буче, в телах погибших найдены вот эти поражающие элементы в виде таких гвоздиков с оперением, таких стрелок размером там 4-5 сантиметров, 3-4-5 сантиметров. Это была правдивая информация, это была жертва пешки. А дальше они в это напихивают все, что они считают нужным напихать. Что обстрелы вела украинская сторона, что эти орудия есть только на вооружении украинской армии. А главное, что, как видите, если эти люди погибли от этих артиллерийских снарядов, то кто же им связывал руки? И зачем? Кто же им стрелял в затылок? Они же погибли от артиллерийских снарядов. Значит, вот это все, что мы видели на улицах, это значит все неправда? Пишет газета «Гардиан», говорят они. Это газета «Гардиан» сообщает про то, что это российский обстрел. Это газета «Гардиан» сообщает, что только у России есть пушки. И эта газета «Гардиан» объясняет нам, что эти люди погибли от поражающих элементов из артиллерийского снаряда, а значит, эти люди заведомо не могли быть застрелены в затылок из автомата, из пистолета, у них не могли быть связаны руки, они не могли быть предварительно изнасилованы, они не могли лежать на улице. Это все ложь. Пишет газета «Гардиан». Оказывается. На самом деле ничего подобного. Газета «Гардиан» написала только первую строчку. Она только обнаружила эти стрелочки, эти гвоздики. И обнаружила их в совсем других телах, в телах тех, кто был в братских могилах, кто был заранее убит и собран с улицы, похоронен. Это не те люди, которых мы видели на улице. Вот так работает пропаганда. Она не молчит. Она заполняет, забивает. Да, она затыкает этот канал. Знаете, чего я вот не понимаю? С одной стороны, как обычно, мы вот, будучи в этом информационном каком-то вакууме, потому что понять, что на самом деле думает Путин, практически невозможно. Остается только пытаться там найти какие-нибудь источники в его окружении, что и делают, например, там, западные журналисты, вот тот же, например, Financial Times, который пишет о том, что Путину уже не интересен концепт переговоров, он уже не хочет ни о чем договариваться, он хочет идти до конца. И с другой стороны, вот мы видим, как пропаганда как будто бы наоборот вот подкидывает дрова в этот вот костер ненависти, костер желания продолжать эту войну. Вы понимаете,
может быть, направление, вот вектор развития вот этой войны? Вот в какую сторону это все у нас сейчас движется? Нет одного вектора. Этот вектор такой, знаете, Хаотичный? такой, да, эскадренный миноносец непоседливый, знаете, вот он как-то вертится туда и сюда. В какой-то момент вектор войны заключался в том, что сейчас мы за 3 дня войдем, как-то займем большие города, устроим парад на Крещатике, на Майдане Независимости, повесим Зеленского. А, скорее всего, Зеленский заранее сбежит в Польшу, и вот, собственно, весь план этой войны. Потом оказалось, что это так не работает. Потом оказалось, что нужно пробивать коридор в Крым и брать под контроль ЛНР и ДНР. А теперь оказалось совсем другое. А теперь оказалось, после того, как был потоплен ракетный крейсер «Москва», после того, как колоссальное количество людей в российской армии были убиты, после того, как российская армия и вся военная машина была поставлена на грани истощения, на которой она находится сейчас, потому что непонятно, чем пополнять эти части. После того, как российская экономика оказалась на грани краха, и этот крах неизбежен, остановить его нельзя, она движется к этому краху. С этой грани она постепенно ступает, так сказать, туда дальше. После этого выяснилось, что мы просто уничтожаем эту страну. Вот сейчас по состоянию на 25 апреля 2022 года задача этой войны заключается в уничтожении Украины. Мы ее стираем с лица земли, говорят люди вокруг Путина. Я поэтому употребляю слово «мы». Это не я, этот «мы», и не вы, этот «мы», и не наши слушатели эти «мы». Это те люди, которые повторяют вслед за вот этим свихнувшимся российским диктатором задача этой войны. Она заключается такая: как можно больше земли мы должны забрать себе, как можно больше разрушений мы должны нанести, как можно больше ущерб мы должны нанести украинскому хозяйству, и сельскому хозяйству, и промышленности, инфраструктуре и всему остальному. Мы должны это уничтожить. А дальше мы посмотрим. Посмотрим, где мы остановимся. Да, здесь мы поставим на секундочку точку с запятой. Вот мы с вами понимаем, даже проговариваем в эфире, что Путин выбрал себе вот вполне понятную цель, во всяком случае, сейчас: уничтожить как можно больше, забрать как можно больше. С другой стороны, у нас вот, например, есть Wall Street Journal, который публикует огромное, можно сказать, расследование, досье про Алину Кабаеву, которую, как, опять же, утверждают журналисты Wall Street Journal, связывают довольно близкие отношения с Путиным, да что там близкие, там даже дети какие-то. И там есть еще один очень любопытный момент. Тот факт, что Кабаева пока не попала под санкции, объясняется желанием американской администрации избежать эскалации напряженности между Вашингтоном и Москвой, потому что существует вероятность, что Путин отреагирует агрессивно. Вот как эти две реальности сосуществуют друг с другом? Куда уж дальше? Абсолютно естественно сосуществуют. Да, человек сошел с ума, он реально свихнулся. На самом деле он съехал, потому что человек в своем уме не может распорядиться об уничтожении 200 миллионов жизней. А речь идет об этом, о том, что 200 миллионов человек, 140 миллионов в одной стране и 60 миллионов в другой стране оказались в ситуации, когда их жизнь разрушена. Физически они живы, те из них, которые живы, те из них, которые еще не убиты на этой войне. Но жизнь их полностью превращена в пыль. Их планы, их надежды, их собственность, их имущество, их достоинство, их репутация, что обнаружит всякий, кто выйдет за пределы Российской Федерации и скажет, откуда он происходит. Не дай бог еще признается, что ему нравится эта война. Посмотрите, что будет. Вот. Так вот, человек в здравом уме не может этого сделать. И именно поэтому все так ошиблись с прогнозами. И говорили: да нет, подождите, войны никакой не может быть, потому что, это же безумие. Да, это безумие. Так безумие и случилось. Вы правы, совершенно правильно сформулировано. Это и есть безумие. Вот уж не знаю. Может быть, безумие это продолжать? Я хочу ответить на ваш вопрос. Как это сочетается? Да. Безумцем ведут как с безумцем. Безумца нельзя пугать как-то. Нельзя производить резких звуков возле него. Он может вздрогнуть, дернуться, выронить из руки что-нибудь.
Он же безумец. Как-то нужно осторожно. Нужно хорошо бы стены обить чем-нибудь мягким. Хорошо бы, чтобы не было острых углов. Чтобы безумец находился вот в таком помещении, по возможности. Вот. Так что, да, это, в некотором роде, это отношение, свидетельство отношения как к безумию. Есть более серьезные вещи. Есть более серьезные вопросы. Не только в том, что вот давайте не будем пока Алину Кабаеву, а то безумец как-то начнет колотиться. Начнет метаться по комнате, биться об углы как-то и расшибет тут все. Есть более серьезные вещи. Это имеет отношение к поставкам оружия. Давайте не будем, потому что это прямое столкновение. Давайте небо не будем закрывать, потому что, не дай бог, собьем кого-нибудь. Это прямое столкновение. Да, действительно, кто они? Запад, НАТО, Соединенные Штаты и прочее. Они действительно пытаются по возможности не войти в прямой боевой контакт пока. Они считают, что это в условиях, когда одна из сторон управляется безумцем, это может иметь неприятные последствия. Да? Вот знаете, мне кажется... Я прошу прощения, у меня есть одно техническое замечание, если позволите. Конечно. Я слышу довольно активные посторонние звуки, возможно, из вашей студии. Может быть, вы скажите вашим коллегам, чтобы они включили звук, потому что немножко трудно говорить, когда одновременно другие голоса. Ладно, так, хорошо. Я надеюсь, что... Нет, все в порядке, спасибо, что предупредили. У нас с вами прямой эфир, YouTube, в этих обстоятельствах. Так и все понятно. Это как домашняя студия, можно сказать. Нет, знаете, вот как-то так получается, что о чем бы мы ни обсуждали, в смысле, о чем бы мы ни говорили, что бы мы ни обсуждали, и не только с вами, как будто бы все разговоры вертятся вокруг одного вопроса. Он безумен? Или это сверхрациональный, просто очень расчетливый политик, потому что, да, безусловно, продолжать войну, наверное, было бы безумием с точки зрения рациональных людей, например, коими я считаю и вас, и себя, возможно, нескромно. Но, с другой стороны, мы знаем, что Владимир Путин был уверен, что это вот такое маленькое путешествие на 20 минут, за 3 дня все сделаем. Ему же это обещали. И мы знаем почему. Как раз у нас есть рациональное Так, сейчас я вас совсем не слышу, к сожалению, Сергей Борисович. Как-то, видимо, перемудрили наши техники. Да. Вот появился ваш голос. Да, повторите, пожалуйста, если можно. Да, послушайте, у нас есть абсолютно рациональное объяснение этой нерациональности. Мы знаем, почему Путин считал, что он может сделать все то, он считал. Вот эта история про 3 дня, поход на Киев и все остальное. Мы понимаем, как работает механизм сбора и передачи информации в той системе, которую он построил. Мы знаем, откуда взялись эти ошибки. Мы знаем, что ему поставляют информацию, ограниченный круг каналов. Мы знаем, какие это каналы. Мы понимаем теперь их качество. Мы видим, что люди, которые занимались разведкой, люди, которые занимались планированием, люди, которые занимались снабжением, люди, которые занимались оценкой соотношения сил и так далее, это люди малопрофессиональные, во-первых. И, во-вторых, сообщают начальнику то, что начальник слышит, а не то, что начальнику, а не то, что как бы в самом деле могло бы принести пользу этому же самому начальнику. Мы видим, мы знаем, как они устроены, мы знаем уровень работы, мы понимаем уровень их квалификации. Мы делаем выводы о том, откуда взялись ошибки. Это все были грубые ошибки. Они ошиблись во всем. В оценке своих сил, в оценке чужих сил, в оценке реакции на вход российской армии со стороны украинского населения, в оценке реакции окружающего мира. Они были уверены, что никто не посмеет в это вмешаться, что никто не посмеет перейти к другим санкциям, вот не к тем, которые до сих пор существовали, такие, давайте санкции введем, но так, чтобы они нам ничего не стоили, так, чтобы они нам ничем не обошлись. Ведь произошел же радикальный переход, произошла реально смена логики. Никто не оценил из них этой смены логики, из тех людей, которые снабжали этого самого диктатора информацией. Они этого не предвидели. Так что мы понимаем, откуда взялись эти ошибки. И сегодня вопрос о том, это он сошел с ума, или он просто такой страшно хитрый, умный и далеко считает, а мы не понимаем, этого вопроса больше нет. Вопрос снят с повестки дня, потому что мы видим последствия.
Потому что прошло 2 месяца, на протяжении которых мы видим, что происходит на самом деле, мы это видим. Знаете, есть прекрасная фраза, и ее великий автор, замечательный российский ученый Андрей Залезняк, который однажды сказал: истина существует, и целью науки является ее поиск. Так целиком звучит эта цитата. Помимо мнений, ощущений, отношений, точек зрения, оценок, вот этого всего. А еще истина существует. Вот, истина существует. Она заключается в том, что российская армия потерпела катастрофу в атаке на Украину. Прошло 2 месяца, мы можем посмотреть на карту и увидеть результаты этих 2 месяцев военных действий. Это истина, которая существует. А все остальное, лживые и, так сказать, легковесные, поверхностные представления людей, которые это все устроили, о том, как оно должно было быть, которые продолжают нам говорить, что все идет по плану. Все идет по плану, это мнение. А то, что произошло на самом деле, это истина. Вот такая между ними разница. Сергей Борисович, у нас, к сожалению, закончилось время, но я позволю себе еще немножечко времени отщипнуть, если у вас есть, потому что есть 2 вопроса, которые нужно обсудить. Будет странно закончить эфир, так ни разу вас, например, не спросив про Кара-Мурзу и, может быть, про итоги выборов во Франции. Но если можно, коротко, совсем вот по полминутки. Минутка. Ну а что про Кара-Мурзу? Кара-Мурза очень храбрый человек. И мы это про него знали. И все, кто были знакомы с Владимиром Кара-Мурзой и знакомы с ним до сих пор, я, например, знаком с ним много лет, могу вам сказать, он очень храбрый человек, очень целеустремленный, очень настойчивый, страшно энергичный. У него, что называется, атом расщепляется в нем непрерывно, каждую секунду. Вот. Это не давало ему быть далеко от событий. И вот эта его фраза «я российский политик, и место мое в России», которую много раз произносил разным людям. Многие люди слышали от него эту фразу своими ушами, и я слышу. Это храбрая фраза, героическая фраза. Ну что, все, к сожалению, обернулось таким образом, так сказать, что чудес не бывает. Казалось, что люди, которые дважды пытались его отравить, решат, что на этом хватит. Вот нам казалось. Ну, мы, поскольку сами никогда никого не травили, то нам трудно оценить эту логику. Мы вот по этой части мы ошибаемся. Мы не знаем, что происходит в головах у тех, кто травит людей новичком. Поэтому вот да, это был наш ошибочный прогноз. Ну, может, 3-й раз не тронут. Нет, решили посадить. Я думаю, что будет суд. Я думаю, что суд будет демонстративный, показной, будет большой срок. И та же история, что и с Навальным. Владимир Кара-Мурза будет находиться в тюрьме столько времени, сколько будет существовать этот страшный режим. А как только в ту секунду, когда этот режим кончится, он выйдет оттуда и будет российским политиком, которому принадлежит будущее. Вот что касается Владимира Кара-Мурзы. Что касается Макрона, то это хороший результат. Это результат, на который огромное количество людей в мире сказали, как-то выдохнули с облегчением. В этом смысле это хорошая новость. Этот результат, тем не менее, показывает, что во Франции есть большие проблемы. Прежде всего проблемы, то, что они называют там проблемы покупательной способности. Они не произносят слово «бедность», они говорят «покупательная способность». С покупательной способностью там проблемы, население действительно экономически страдает. В последнее время экономика Франции находится не в самом лучшем состоянии. Кроме того, результат Макрона был бы выше, если бы он не вел себя так отважно, я подчеркиваю это, во время эпидемии коронавируса. Он взял на себя много непопулярных решений, он помог своему населению пройти через эту эпидемию достаточно, ну я не скажу легко, там тоже много погибших и большие были проблемы, но в общем Франция точно не лидирует в мире по части стран, пострадавших от коронавируса. И Макрон много взял на себя. Он много раз говорил людям неприятные вещи, которые они не хотели от него слышать, о том, что нужно опять сидеть на карантине, опять носить маски, опять прививаться, опять показывать эти грин-пассы и всякое такое. Люди ругались, чертыхались и говорили, ну ничего, придут выборы, мы тебе устроим. Конечно, это отразилось на выборах, несомненно. Но это доблесть политика в данном случае. Я в этом смысле оцениваю его роль достаточно высоко, а работа ему предстоит трудная.
как-то много у Франции проблем, да. Как и всем нам, и как и у нас, хочется дополнить. Сергей Пархоменко, журналист, автор YouTube-канала Сергей Пархоменко, был гостем программы «Честное слово». Спасибо большое за этот разговор, Сергей Борисович. Я также хочу поблагодарить зрителей, которые провели с нами этот неполный эфирный час. Спасибо вам большое за ваше внимание, за вашу активность в чате. И если вдруг вы смотрите этот эфир в записи, то обязательно, пожалуйста, оставьте комментарий, поставьте лайк, ну и подпишитесь на YouTube-канал «Популярная политика». Тут бывает много интересного. Эфир для вас провела Нинор Сибашвили. Спасибо большое всем и до встречи. Всего доброго.